И снова с вами канал Мы Дачники. Здравствуйте, дорогие друзья! Делаем аджику на зиму и смотрим, что для этого нам понадобится. Помидоры мясистые, яблоки любого сорта, чеснок, горький перец, перец сладкий, просто для вкуса, уксус, соль, сахар и растительное масло. Смотрим, какие механизмы нам понадобятся. В частности, электрическая мясорубка или любая мясорубка, которая у вас есть. И сито. Вот такое вот у меня сито. Это для того, чтобы косточки не попали в нашу аджику. Итак, дорогие друзья, помидоры я измельчила произвольно, яблоки тоже. 3 головки чеснока средние почистила. И здесь же сложен у меня перец горький и сладкий, почищенное все. В первую очередь занимаемся помидорами. Их измельчаем на мясорубке, а потом протираем через сито, избавляя от семечек. А дальше пропускаем через мясорубку уже яблоки. И яблоки с помидорной массой смешиваем. Помидорную массу, всю которую вы смололи, протираем через сито. Все делается вот таким вот образом, очень аккуратно. Семечки просто выкидываем. Помидорную массу я освободила от косточек. Вот этот жмых надо выкидывать. Вот. То есть можно, конечно, и с косточками, но получится совсем не то пальто. Теперь эту помидорную массу отставим и займемся яблоками. Яблоки тоже надо пропустить через мясорубку. В помидорную массу, которая уже в чаше мультимарки, я добавила перемолотые яблоки. Включила режим тушения на 2,5 часа. И все это сейчас тщательно перемешаю. Яблоки и помидоры я перемешала. Сейчас закрываю крышку и жду 2 часа. После прошествия 2 часов я уже буду добавлять чеснок, горький и сладкий перец, уксус, растительное масло, соль и сахар. Ну а сейчас займемся перчиком и чесноком. Мясорубку далеко не убирайте, все это придется сейчас перемолоть тоже. И рекомендую одеть какие-то перчатки, потому что жгучий перец может попасть и в глаза и принесет немало неприятностей. Яблочно-томатную смесь в процессе тушения обязательно перемешиваем. Периодически открываем и перемешиваем. За время приготовления томатно-яблочной смеси я уже смолола чеснок, горький и сладкий перец в мясорубке. Приготовила, чтобы за полчаса до приготовления закинуть растительное масло, соль, сахар и столовую ложку уксуса. Все это у меня уже приготовлено. Ну и, конечно, простерилизовать необходимо баночки. Я буду стерилизовать в микроволновке. Вы стерилизуйте любым удобным для вас способом. Осталось 30 минут до конца приготовления яблочно-томатной смеси. И мы уже начинаем добавлять соль, сахар, растительное масло и чесночно
чесночно-перчиковую смесь и столовую ложку уксуса. Все тщательно перемешиваем. Через 5 минут после добавления соли, сахара, уксуса и перца открыли мультиварку и попробовали на вкус. Что-то вам не нравится, или мало соли, или мало перца, можно добавить и черный молотый перец, и красный молотый перец готовый, ну, естественно, соль. Все делается по вкусу. Пробуем обязательно. Итак, из предложенного рецепта у меня получилось вот таких вот 5 небольших баночек по 0,5-0,450 миллилитров. И вот такая вот небольшая баночка. В центре баночка стоит с полиэтиленовой крышкой, чтобы специально поставить ее в холодильник. Муж сказал, будет пробовать.